Ukraine recently exchanged 90 prisoners with Russia. Now we have a new replenishment of the exchange fund with 3 more soldiers. Destruction of the Russian BM-21 Grad MLRS, with a big explosion at the end. An FPV attack attempt on a Russian fuel train by Ronin's unit. Fighters of the Fadum unit of the 3rd Assault Brigade destroyed various enemy equipment, including a 2 S-19 Pantsir-S self-propelled gun, a tank, a Typhoon K vehicle, and 2 trucks. Russian newly formed 506th Regiment appears to be fully committed alongside 433rd Regiment of 27th Brigade, presumably near Okaratyne, and seems to be suffering horrendous casualties. Наш 506-й полк, 2-й батальон, нас зашло примерно около 350 человек. Вышло вот пока 4. За остальных мы не знаем. Есть несколько человек 300-х, которые мы погрузили и отправили. То есть на данный момент нас хотят отправить обратно. ВК нет, по нам идет плотный огонь артиллерии. Никто ни разу не выстрелил из оружия. То есть работает чисто артиллерия, только артиллерия. Мы попадали по 155-е снаряды, под кассеты. То есть дошло до определенной точки даже не группа, а несколько людей. Все остались просто в посадке. А вам работает только артиллерия? Дрон. Нам сказали, короче, то, что там никого нету, то, что там нет попов. Вот. В итоге, как оказалось, там сидит полный поселок этих. Вот. Нас просто обманули, короче. Нас просто послали, короче, на, ну, грубо говоря, просто на мясо. Просто зашли, нас просто взяли в оцепление и просто разбили полностью, короче, всех, кто вот выжил, короче. Тут и как. Пытаемся хотя бы просто эвакуировать там раненых, там, 200-х, никого не укрыли, там валяется очень много 200-х, которые по полгода там лежат, их не эвакуируют, вообще никто их даже не берет. 300-ые есть, которые без ног там вообще, тоже так же они недели, 2 недели. Их не дают, то есть, забрать? Не дают просто забрать, короче. Когда дроны работают, обстрел идет. Была группа эвакуации, 8 человек зашли. 2 группы по 4 выехали. Если есть у вас возможность, помогите нам. Свяжитесь с теми людьми, с которыми можете, которые нам помогут. Просто обращаться нам больше не будет. У нас осталось всего лишь 50 человек в общем. И мы не знаем нам, что делать. Нас сейчас просто отправляют сюда, обратно. Против артиллерии мы просто бессильны вообще абсолютно. С нашей стороны, как нам обещали, артиллерии нет. Дали нет Поддержки ничего нет. вообще ничего нет. Мы просто туда идем. Мы просто идем под миномет нас. Сейчас нам командир приказал, чтобы мы отступили хотя бы, чтобы могли спастись. Он остался там. Мы не знаем, жив он, не жив. Вот. Нас просто записали как 500-е, потому что мы сами отошли. Сейчас нас хотят просто отправить в бой, просто обнулять. Чтобы никто ничего не знал. Чтобы никто ничего не знал вообще. Абсолютно. Хотят, чтобы шли по пристреленным позициям, нахуй. То есть, На верную смерть. Все лесополосы разбиты, мы не пройдем просто. Ну они, короче, хотят чисто, чтобы мы проходили все туда прямо. Да, они просто говорят, что давайте накатывать. Без разницы, что там происходит. Есть лесополоса, нет лесополосы, голое поле, на голое поле обматывали красным скотчем для опознавательных знаков. The volume of export licenses for military equipment issued by the German government in the first half of 2024 amounted to at least 7.48 billion euros, the vast majority of which was intended for Ukraine. This is stated in the answer of the Ministry of Economy of Germany to the request of the deputy of the Bundestag from the ultra-left party Sarah Wagenknecht Alliance, Sevim Dagdalen, reports
Evropejska Pravda, with reference to the DPA agency. According to official data, from January 1st to June 18th, the German government approved the supply of military goods abroad worth at least 7.48 billion euros. Of these, weapons account for 5.52 billion euros, and other military equipment, 1.96 billion euros. The total figure is 30% higher than the value of weapons exported in the first half of 2023. At the same time, almost two-thirds of exports, 65% or 4.88 billion euros, are intended for Ukraine. The top 5 recipients of German weapons also include Singapore, 1.21 billion, India, 153.75 million, Saudi Arabia, 132.48 million, the first in a long time, and Qatar, 100 million. Last year, German arms exports reached an all-time high, amounting to 12.2 billion euros, of which 4.4 billion euros went to arms supplies to Ukraine. After the first 3 months of 2024, Germany approved the export of weapons to Ukraine for 3.54 billion euros. Russian propagandist Mardin was so carried away by dreams of the American version of the race on gun carriages, meaning a series of deaths of top officials, that he forgot about the real age of the Kremlin gerontocrats and the prospect of an international tribunal. Просто как будто вот видим перевернутую версию Советского Союза конца 80-х, точнее, середины 80-х. То есть вот сейчас они переизберут Байдена, он точно не доживет до конца срока, что значит, ну точно, может не дожить. То есть его придется хоронить на американском лафете. Значит, у них, правда, нет Кремлевской стены, поэтому я не знаю, где у них положено хоронить президентов. Они выберут Трампа. Ему тоже 78 лет, я хочу напомнить, дай бог ему здоровья, но знаете как, возраст такой почтенный. Трамп, соответственно, тоже, значит, от почечной недостаточности скоропостижно и безвременно помирает. И к власти приходит какой-нибудь американский Горбачев, энергичный, подпрыгивающий, подписывает соглашение по ракетам средней дальности с Россией. Ну, все обратно же. То есть тогда Горбачев там подлец подписал, а тут они подписывают, разоружаются, и все, мы пируем на, значит, на обломках Америки. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.